Всем доброй ночи, друзья мои. Я вновь в прямом эфире. В такое сложное для моего народа время я должна и обязана делать все, что возможно, чтобы помочь своему народу. Поверьте мне, что если бы я не была уверена, что воину на поле битвы, кроме оружия и силы, и воли, нужна еще удача, я бы помогала своему народу по-другому. Я бы помогала своему народу материально, что я, собственно, тоже делаю. Я бы помогала просто морально, просто подбадривая. Но когда я понимаю, что это не просто реально, это часть мироздания и магия, верит кто-то или не верит, но в любом случае оно есть и реальность. Знаете, перед лицом смерти человек верит в потусторонний мир и в силы вселенские. Как говорят, перед лицом смерти атеистов нет. И когда я вижу результат, когда я понимаю, что моя работа может помочь и помогает моему народу, я не вправе останавливаться. Я спасала тысячи жизней и спасаю. И человек, который может спасти стольких и вытащить из бездны, и дать надежду, этот человек способен помочь и целой нации. Я отдаю свои силы, вы не представляете, сколько я отдаю свои силы. И я ничуть не жалею об этом. Даже если это мне будет стоить жизни, это не важно. Главное, чтобы мы победили, чтобы наш народ остался в живых. И, наверное, благодаря вам и тем просьбам ко Вселенной, к силам Вселенной, к силам судьбы, мироздания, к богам, мы даем, скажем так, не столько жертв, сколько наши враги. Только благодаря этому, благодаря этой сплоченности. Дорогие друзья, я должна и обязана помочь своему народу. И материально, и морально, и поднимая его дух, и помогая ему быть уверенным, и усиливая его веру в победу. Я должна и помогаю, и должна, и обязана помогать своему народу и просьбами, и ритуалами, и тратить силы на это. Потому что человек должен оберегать свой род. Тот, который отрекается от своего рода, тот, который не переживает за свою родную кровь, он не способен любить и сопереживать никому. И я буду помогать своему народу, и вы видите этот огромный результат. И все, что я вам даю для защиты своего народа, оно может пригодиться для защиты любого народа и любого человека. Поэтому это в любом случае просто так уж совпало, что в такой момент нужны сейчас защитные работы больше. Я хочу попросить вас, откройте защитные мои работы. Человек недавно даже целый список выставила под недавним роликом. Сейчас не помню какой. Это защита Сулишкан, это великий Сохран Атамана Сирко, это Сохран от смерти, очень многое. Возьмите и делайте. Делайте для своих детей, делайте ради спасения своих городов, своих жилищ, своих домов. Мы живем рядом с очень коварным племенем. Вчера 11 часов шли переговоры с помощью Лаврова, который предложил хотя бы одни сутки сделать
такой гуманитарный, знаете, перерыв для того, чтобы забрать тела мертвых и обменяться пленными. Это вы порадовались и решили, а мы хорошо знаем турка, мы знаем его натуру, мы прекрасно знаем турка. Мы с ними рядом живем и знаем эту натуру подлую. И поскольку мы знаем их хорошо, то наш народ в любом случае был наготове. И знаете, что произошло? Алиев же обманывает свой народ насчет того, что взяли Гадрут. И Алиев решил, воспользовавшись вот этим моментом, да, войти в город Гадрут и взять все-таки этот город. Вы представьте, какая подлая натура. Вот уже даже и блогеры, и вообще и известные знаменитые люди в России, которые, ну, как-то не разбирались в этом конфликте, вроде не понимали, что и как. Даже они поняли их подлую натуру. Они даже поняли. Зашли 200 с чем-то спецотряды, элитный спецназ Турции, чтобы захватить Гадрут. И когда зашли они, на окраине города жила женщина с сыном-инвалидом. А их убили, очень страшно убили. Вы представляете, кто это? Это племя. Кто это вообще? И наши ребята, молодые совершенно, молодые парни, уничтожили этот спецотряд, забрали у них все оружие и забрали у них мобильные телефоны, в котором была запись выродков из Ан-Нусра, где они говорят: мы приехали здесь убивать армян. Вы знаете, вот показывают их перестрелки, как они стреляют в сторону армян. Такое ощущение, что эти ублюдки пришли на охоту. Вот они на охоту пришли, на развлечение какое-то. Вот, знаете, такой азарт проснулся поубивать немного людей. Нарушили перемирие, естественно. Подлому турку верить нельзя, говорил еще Петр Великий. Они только просят о перемирии, а уже думают, как бы это нарушить. Поэтому и начали обстреливать опять Степанакерт. Я просто понять не могу, почему мы их города не рушим, чтобы от них вообще памяти не осталось. Потому что мы люди, я понимаю, что мы люди, но надо уже перестать реально разговаривать. Знаете, говоря, со скотом говори с палкой в руке, но это делают нарочно. Так вот, когда Азербайджану сказали, почему вы так делаете, ведь мы же хотели, чтобы вы забрали тела с ваших родных и близких, знаете, что они сказали? А зачем нам нужны их тела? Они уже мусор. Вот они относятся к своим солдатам, к своим детям погибшим, как к мусору. Что вы хотите от них? Как они будут относиться к другой нации, если они к своим детям относятся как к мусору? И они сказали: зачем нам они нужны? Они уже мусор. Понимаете? Их солдаты для них мусор. Вот они кто. Так вот, я не считаю нужным кому-либо что-то объяснять, потому что я поняла, что даже самый адекватный среди них – это просто, знаете, присловие армянин, они сходят с ума, глаза вытаращили, как будто в них джин вселяется, скачут, они готовы убить, готовы пристрелить, готовы там за нож схватиться, за топор, за что угодно. Они становятся неадекватные, у них просто душевные болезни, люди, которые пишут в форумах. Я вас прошу, дорогие друзья, не пытайтесь им ничего доказывать, это сумасшедшее племя, я уже поняла. Там... Ничего нормального вы не прочитаете. Одни слова: Ким Кардашьян, Ким, как будто весь Азербайджан только Кардашьяна и смотрит день и ночь. Понимаете, вы сумасшедшие, вы такие, мы же все взяли. Мы показывают людям документально, говорят, вас обманывают. Посмотрите, эти города как были у нас, так и остались. Никто ничего не взял, ни на йоту не продвинулся. Вы такие, да вы кто такие, мы уже взяли, мы все уже взяли, мы все уже
захватили, весь Карабах уже захвачен, вы все бежите, вы уже убегаете, вас русские просят не уходить, вы уже убегаете. Это бесполезно. Это вообще, ну вот, это все равно, как вот зайти в душевный, вот это вот, к душевно больным, да, в поликлинику и говорить с ними. Это не имеет вообще никакого толку, никакого смысла. Вы никогда им не объясните, что послушайте меня, вы не правы, так нельзя. Там живут люди, это города, это живые люди, это живое население, и нельзя бомбить людей живых. И вообще, что вы ничего не взяли, что у вас тысячами трупы валяются. Это бесполезно, понимаете? Вообще бесполезно. Это не имеет никакого смысла. Вообще бесполезно. И я вам хочу сказать подальше от них. Будьте осторожны. Вот кто бы они ни были, сколько бы вы с ними ни дружили, у них турецкая натура, тюркская натура внутри есть. Когда в Сумгаите была резня, азербайджанец, который пришел домой, у него жена была армянка. Короче, он пришел домой, взял своего маленького новорожденного сына и со всей силой ударил об стену. Вот у него жена попала в сумасшедший дом. Почему? Потому что в жилах его сына течет и армянская кровь. Я знаю случаи, где мать была армянка у азербайджанского солдата, военнослужащего. Он пришел домой и повесил свою мать. Это истинная история, это, я клянусь вам, это реальность. Вы сейчас не сможете понять просто, как это реально и возможно, но человек пришел домой и повесил свою мать, потому что она армянка. Вот у них до такой степени ненависть, вы представить не можете. Это просто невозможно. Так вот, поэтому говорить с людьми, понимаете, говорить с людьми, которые неадекватны, я пробовала. Я несколько раз пробовала, объясняла, я пробовала, я очень, как бы, знаете, мягко, по-людски. Я пыталась просто донести по-человечески. Я просто поняла, что это одни оскорбления, одна грязь, одни угрозы, одни, я не знаю, это невозможно. Кто с ними работал, кто их знает, эту нацию знаете прекрасно. Они очень любезные, Рахат Люку улыбается, все такое, до того момента, пока как-нибудь не коснулись их интересов. А если вы среди них скажете слово «армяне», вообще скажете, что армяне тоже хорошие люди, вообще армяне люди, вы не представляете, даже самые адекватные из них, казалось бы, разумные, они просто становятся как сумасшедшие. У них крышу сносит, они с ума сходят просто. Они начинают скакать, они начинают проклинать, они начинают там... Я даже не знаю, что они начинают, но это страшная картина. Это ты смотришь, ты понимаешь, что народ душевно больной. Больное общество, реально больное общество, которое никогда не достучишься, никогда не скажешь. Ну, до них не дойдет, это бесполезно. Поэтому не стоит тратить в форумах свои нервы. Не стоит. Они каждый день объявляют в Азербайджане праздники, каждый день танцуют, каждый день говорят о том, что они взяли этот город, они взяли тот город, они тот город, армяне бегут, все у нас хорошо. Даже если пройдет время и, собственно говоря, они поймут, что были обмануты, никто из них ничего не скажет. Они могут сказать, это русские помогли, это вот так вы сделали, это вот мы все равно придем, вас прибьем. Они даже не подумают, а нас обманывали, как баранов. Нас вели за нос, как дураков. Нам говорили, что взяли эти земли. Оказывается, наши дети валялись на земле. Оказывается, их тысячи здесь погибло. Они даже это не поймут. Дорогие друзья, это бесполезно. Нация, которая не способна думать, эта нация ведет себя в бездну. Нация, которая воспитывает своих детей в ненависти к армянам с малых лет, с возраста садика, эта нация обречена. Вы поймите, они уже жрут друг друга. Вторая новость. Боевики ИГИЛ, которых пригласили в Азербайджан для того, чтобы воевали с армянами, они сказали, что они никуда уходить не собираются. Они пригрозили взорвать дом Алиева, Баку, вообще все на свете.
Они сказали, что в Азербайджане должны быть шариат, исламские порядки, что Азербайджан неправильно живет. Они начали бить их женщин, они начали насиловать, грабить. В общем, народ Азербайджана теперь требует с Алиева, чтобы он выгнал этих боевиков. Но турецкий лидер Эрдоган сказал, что он не выведет войска, что Алиев должен идти до конца. Короче, Алиев попал в свою же яму, вот, свою же яму. И Эрдоган сказал, что он не отступит. Ну, Эрдогану-то насрать, на самом деле. Это же азербайджанцы погибают. Эрдогану какая разница? Он сказал, что он не отступит. А боевики сказали, что они готовы взорвать весь Азербайджан, потому что то, что они им обещали, на самом деле так не происходит. И так далее, и так далее. В общем, я так чувствую, что скоро Азербайджан начнет уже внутри себя воевать с той армией ублюдков, убийц и не людей, понимаете, которые были приглашены к ним домой. Я вам хочу сказать, что вот это равносильно, как если некоторые из вас из-за спора с соседями, да, пригласили бы к себе домой маньяка, чтобы он их защитил. Вот это одно и то же. Он на свою землю пригласил головорезов и нелюдей. Он пригласил туда, а я просто так ничего не говорю. Вы знаете, что случайно я не говорю. Он туда пригласил, значит, нелюдей, головорезов, которые будут сейчас взрывать его страну изнутри. Замечательно. Все хорошо. Кто хотел этих выродков отправить на мою землю и на мой народ, чтобы они пришли, насиловали, убивали наших детей, пусть эти выродки теперь повернутся и насилуют, убивают их детей. И ни капли жалости нету. Но они же их пригласили для чего? Для очередного геноцида моего народа. Правда ведь? Ну вот пускай этот геноцид теперь будет на их земле и с их детьми. С чего я должна за них переживать? Я не пойму. Дорогие друзья, послушайте меня внимательно. Этот ритуал могут провести после, когда пройдет вот этот кризис, а он пройдет. После могут провести обычные люди, если видят, что просто изводят их семью, достают, если видят, что преследуют их, не дают жить и так далее. Но в данный момент я хочу попросить армян, которые меня слышат, и те, которые хотят помогать армянам. Но более всего это нужно делать именно армянам по крови, потому что это их земля. Вот данный ритуал. Данный ритуал делается с землей. Берете землю в любой стране, где вы живете. Тем более, если вы живете в Армении или в Арцахе. Земля. 4 свечи восковые. Можно черные, можно обычные. Благовоние – это по желанию, это не обязательно. В данный момент у меня всадник смерти. Всадник, который называется или победа, или смерть. Вот это. Земля, она связана с нами, с нашими предками. Наши предки покоятся в земле. Земля рождает, земля забирает. Земля может уничтожить, земля может одаривать. Поэтому мы связываем свои желания с землей, матерью землей. И через землю мы взываем к мертвым. Мертвым, которые наши родные. Родные мертвые могут встать на защиту живых. Они уже встали. Я этот ритуал делала уже не раз. Именно поэтому, скорее всего, у них такое огромное количество жертв. Но я хочу, чтобы вы тоже провели. Чтобы вы тоже проводили этот ритуал. Этот ритуал вы можете делать хоть каждый день, пока есть нужда. Потом можете делать раз в неделю. И родные души умерших, родные мертвые, которые нам всегда помогают. И запомните, наши мертвые души помогают нам тогда, когда мы верны своим корням. Родные мертвые встают в защиту живых. Они помогают через
Любую землю, живете вы в России, живете вы в Америке, не имеет никакого значения. Берите землю, земля едина, она соединена. Начитывая, замолчите пока, разговариваю. Это делается в сумерки, не обязательно ночью. Начитывайте на эту землю. И, здравствуйте, Марина, сыпите обратно. Высыпайте обратно, не обязательно там, где взяли, просто на землю, не на асфальт, а именно на землю, можно под дерево. И уходите. Вот земля, вода, огонь, воздух, это все обладает памятью. Это все слышит нас, запоминает, берет информацию и делает то, что мы просим. Мы пробуждаем души умерших, которые наши родные по крови, которые наши родные по нации. Понимаете? Мы пробуждаем их души. Их миллионы, миллиарды. Потому что пробуждаются не те, которые умерли 2 года назад, то есть, точнее, не только те, а и те, которые умерли 1000 лет назад, и много тысяч лет. Вся наша родная кровь просыпается. Мы начитываем. Мы отдаем информацию земле. Потом возвращаем землю обратно, и идет удар. И под землей просыпается сила. И спускается сила их душ. Соединяется воедино, и начинается удар за ударом. Такой ритуал может вызвать землетрясение у врагов. Такой ритуал может вызвать катаклизмы у врагов. Такой ритуал может вызвать смерть у врагов. Может вызвать вирусы, может вызвать войны, что угодно. Потому что мы просим у душ родных, которые в земле, забрать их к себе туда. Они должны стать нашим щитом, понимаете? Это армия мертвых, которая просыпается, становится за вашей спиной. Этот ритуал можно делать сейчас, когда война. Можете делать в Донбассе, можете делать где угодно, где война и где вам нужна защита. Но когда это все закончится, этот ритуал можно делать не чаще, чем раз в неделю, когда преследуют вашу семью. Вот если преследуют вашу семью, ваших детей, тоже можно делать. И эти слова «враги», они уже пойдут не на страны врагов, а на их дома. Это не имеет значения. Понимаете? Итак, берете землю. Неважно, из цветников не берем, мы берем из земли. Прям из земли надо брать, силой земли. Никаких искусственных с добавками, это не то, это ерунда. Вот прям выходите, вот я сейчас сделаю, переписывайте, идете, начинаете делать. Те, кого бомбят, Степана Керт, ублюдки бомбят сейчас. Я только не понимаю, почему их не разбомбить к чертовой матери. Вот это не могу понять. Кстати, знаете, что Израиль тоже получает? Израиль тоже получает за все. Мне жаль, я люблю евреев. Я действительно люблю эту нацию. Я считаю, что этот народ настрадался. И самое обидное, что настоящие евреи, они всегда за армян. Никогда в жизни они не были против армян. Но есть определенная организация, которая просто фашистская, к своей нации в том числе. Понимаете? К своей нации еще хуже. Они говорят, они с нами еще хуже, чем с другими. Вот эта вот категория, она всегда лезет, она всегда пытается продиктовать. Но самое омерзительное, что Израиль не понимает, вот эти полуполоумные их премьер-министр не понимает, что все это оружие, которое продалось, однажды обернется против них. И Лукашенко, который полонезы продал Азербайджану, тоже не осознает, что он за это все отвечает, за эту невинную кровь. И будет отвечать. Каждый из них будет отвечать. Я же сказала, я не остановлюсь. Многие смеялись вначале, когда я начала. Многие говорили, ой, да ладно, что... Я же сказала, когда вы увидите, что с вами будет случаться, вы поймете, что происходит. Кто-то написал, что женщина, которая всего лишь видит биополе людей, да, не более того, не знаю я ее, что она сказала,
что внимание всех, кто обладает силой, у Эрдогана почему-то открыто биополе и отключен эгрегор. А вы догадайтесь 2 раз, почему это случилось у Эрдогана. Кто видел, что мы делали, тот знает почему. Это еще начало. Наши с вами работы дают такой результат, что даже самые неверующие Фомы уже начали верить в это, посмотрев и увидев это все. Знаете, сегодня один человек написал, мне передали. Вот те псалмы, которые вы читаете, принадлежат тому народу, который отправляет оружие против Арцаха. Так что определитесь, либо налево, либо направо. Вот все напали на него. Очнитесь, пожалуйста, я вас прошу. Вот потом будете своему Христу кланяться, плакаться, я не знаю, потом. Сейчас не время. Сейчас очнитесь, пожалуйста. Сейчас обращайтесь к древним силам. Потом вернетесь к вашему измученному Христу и будете бить поклоны. Но сейчас он вам не поможет. Он вам сейчас не поможет. Потому что Христос сказал: я мучился, и вы мучитесь. Вот его психология. Молиться Богу, просить помощи у Бога, который сам себя не смог из креста спустить, я думаю, что весьма наивно. Не так ли? Поэтому вернитесь к истокам, пока не поздно. Я хочу вам сказать, что моя прабабушка, она не была христианкой. Когда ее семью убили турки, как она говорила, что она оторвала в церкви, она пошла в церковь за помощью. Те сказали, что надо молиться, молиться. И моя прабабушка оторвала крест из стены, большой крест железный, и ударила о стену. И вот ее выгнали из церкви. И она сказала: будь проклят этот крест, из-за которого мы уже столько тысяч лет погибаем. Это была моя прабабушка. Бабушка моя немножко побаивала всего этого, но прабабушка, она была яростная просто. Она совершенно не приемлемала. Я не помню, чтобы она хоть раз там ходила по церквам или куда-нибудь еще. Вот это вот дух свободы, он передался мне. Ей сказали, она пошла, 16-летняя девочка, сказала, что убили ее, обручили ее в 16 лет. Вот она сказала, что убили ее жениха, убили брата. И надо что-то делать, нам надо спастись. И батюшка, и все остальные сказали: надо молиться Господу Богу, Господь поможет, и все такое. И она, разозлившись, оторвала этот большой крест, 16-летний ребенок, и ударила о стену и сказала: будь проклят этот крест, ради которого мы уже 2000 лет умираем. Вот. И она была права. Я никакому Царукяну ничего уделять не буду. Абсолютно. Каждый пусть уделяет время себе. Он может прекрасно помочь народу и через своих людей, через своих друзей. Его имущество никто не отобрал. У меня нет времени на них, на всех. Итак. Да, у моей прабабушки похожая со мной судьба. И характер похожий. И только это нам дало возможность выжить в этом грязном мире. Дальше. Послушайте меня внимательно. Когда свечи догорят, вы читаете это 6 раз. Ждете, пока свечи догорят, останется чуть-чуть, вот огарок свечи немного. Эти свечи забирайте вместе с этой землей, относите, высыпайте на землю со словами: свершилось. Поворачиваетесь и уходите. Ничего не надо, никакие откупы, никакие деньги бросать. Откуп мертвым силам – это души тех, которых они заберут.
Дорогие друзья, некоторые говорят, но в силах ли, вот есть ли власть у человека вызывать мертвых, просить их, тем более насылать смерть на врагов, насылать какие-то на врагов какие-то, в общем, катаклизмы. У человека нет. Но есть люди, которым силы дают возможность, разрешают, дают дозволение, чтобы они сказали народу и передали их слова, что если люди сделают, как им сказано, тогда силы им помогут. Вот через меня это передано вам, а значит, силы вам дозволяют это делать. Поэтому без разговоров берем и делаем. Тем более, что мы вызываем, родную кровь. И мы имеем право на защиту. Начнем. О великая и вечная Матерь, рождающая и забирающая жизни, я взываю к недрам Твоим. Там родные мертвые спят, кто умер недавно, а кто много лет назад. Разбуди их, Матерь-Земля. Передай им наши слова. Пусть наши голоса услышат, проснутся во имя спасения рода нашего. Души ушедших спускайтесь на землю. А в земле покойные силы проснитесь. Идите сквозь землю на вражьи дома. Расшатайте основы их городов и сел. Ярость земли пусть проснется и пожирает их тела. Выпейте их кровь. Пусть мертвые, лежащие в земле, родные нам по крови, заслонят собою живых. Защитят и спасут, поглощая врагов, сметая с пути опасности и зло. Поднимайся, тайная армия родных душ, иди на врагов. Нападай на них, на их дома, на старый млад. Бейте их, терзайте, воли их лишайте, поедом ешьте, кровь их испейте, наведите страх, пусть бегут назад. Заберите к себе в черные недры, прижимая их в холодных объятиях. Сила родной крови нам в помощь, врагам погибель, от армии мертвых. Души родные нам щит и защита, а врагам нашим смерть и могила. Да поможет нам вселенская сила. Заклято. Продолжаем. Если сделаем все как нужно, то поверьте мне, что там очень может быть и землетрясение, следующий этап. Родные души делают все для того, чтобы их генетика продолжилась. И если есть опасность остановления генетики, то они пойдут на все, чтобы защитить своих потомков. И я вам объясню почему. Пока есть их потомки, пока мы их помним, пока о них говорим, мы даем им там энергию. Они заинтересованы в том, чтобы их потомки жили на земле. Иначе они бы сказали, но здесь вечный покой, пусть идут здесь и покоятся. Понимаете? Но поскольку они понимают, что их нахождение там зависит от нашей жизни здесь, поскольку мы связующее звено, мы отдаем им энергию, им нужно, чтобы нас было больше и больше. Каждая душа заинтересована, чтобы его потомство здесь продолжалось без конца. Почему люди, которые гибнут во имя Родины, они считаются бессмертны? Потому что они своей смертью останавливают прекращение родов и дают продолжение, потому что они спасают детей. А и у этих детей будут свои дети, внуки, правнуки, понимаете? Они, по сути, дают возможность продолжаться роду человеческому. А это великое дело. А те, которые идут убивать, они останавливают род человеческий. И поэтому их род останавливается точно так же.
Начинаем. О великая вечная Матерь, рождающая и забирающая жизни, я взываю к недрам Твоим. Там родные и мертвые спят, кто умер недавно, кто много лет назад. Разбуди их, Матерь Земля. Передай им наши слова. Пусть наши голоса услышат. Проснутся во имя спасения рода нашего. Души ушедших, спускайтесь на землю. А в земле покойной силы проснитесь. Идите сквозь землю на вражьи дома. Расшатайте основы их городов и сел. Ярость земли пусть проснется и пожирает их тела. Выпейте их кровь. Пусть мертвые, лежащие в земле, родные нам по крови, заслонят собою живых, защитят и спасут, поглощая врагов, сметая с пути, опасности и зло. Поднимайся, тайная армия родных душ, иди на врага, нападай на их дома, на старый млад, бейте их, терзайте, воли их лишайте, поедом ешьте, кровь их пейте, наведите страх, пусть бегут назад. Заберите к себе в черные недры, прижимая их в холодных объятиях. Сила родной крови нам в помощь. Врагам погибель от армии мертвых. Души родные нам щит и защита, а врагам нашим смерть и могила. Да поможет нам вселенская сила, заклята. Когда у нас 40-е годы, 48-й, 49-й годы началась жуткая болезнь, и во всех селениях начали умирать маленькие дети друг за другом. И тогда моя бабушка ночью собрала всех женщин села, и они тайком от мужчин. Это древняя армянской магии относится. Откройте, посмотрите, армянская магия, там очень много интересного я рассказала. Вот моя бабушка собрала всех женщин села. Они взяли плуг. По-моему, это плуг, да, которым вот землю, значит, обрабатывают. Она острая такая. Насколько я помню, да. И они вокруг села начертили круг. То есть они пахали вокруг села, огромный круг по всему селу. До утра эти женщины села, вокруг села, значит, вот так вот начертили круг. Естественно, заговаривали какие-то ритуалы, свечи зажигали, что-то начитывали, что-то бросали, воду лили и так далее. И вы знаете, вот во всех селениях умирали дети, кроме нашего села. У нас в селе ни один ребенок не умер. Даже врачей приглашали, чтобы узнать, почему так происходит, пытались понять и так далее, так и не поняли. Сказали, мол, там вроде бы от климата зависит. Но какой климат, если прям рядом находящееся село, которое от нас там полкилометра далеко, там дети умирали. Вот сила заговора. Когда у меня дед когда-то работал, прадед работал в этом колхозных этих полях или где-то там охранял. И вот это стадо овец, в советское время там за недочет можно было расстрелять. Это не наше время. И бабушка моя всегда делала перед тем, как они поднимали вот этих вот, крупнорогатый скот, мелкий скот, в горы поднимали, на все лето оставались там, в летние были там эти пастбища, и там люди прям оставались, жили в этих комнатах, забирали с собой все. И вот бабушка моя каждый раз перед тем, как они поднимались, делала ритуал, назывался гайлакап, что означает связать волка. Берется определенные эти. Вот я сегодня буду вам гайлакап только по-другому делать. Связать врага, понимаете? Не гайлакап, а именно, если правильно звучит, ташнамакап. Связать врага, чтобы он ничего не мог сделать. Ничего. Вот они приходят
чтобы стрелять. Им плохо становится, что-то голова кружится, руки дрожат, не туда попали. Не так выстрелили. Вы слышали, нет? Никто не слышал? Ну ладно. Здесь прям статуя пошатнулась, она повернулась в ту сторону. И да, и звук такой издал. Вот там. Это значит, что меня услышали. Ну да ладно. Вот я сейчас, сегодня вам, всем матерям дам Тышнамакап, чтобы вы взяли и связали наших врагов, руки, ноги, чтобы они пришли на нашу землю, если они идут, не смогли ничего сделать. И поверьте мне, что вы остановитесь. Так вот, что я хочу вам сказать. Что во всех других этих колхозах волки рвали овец. Ну, это реально, это нормально. Всегда волки рвали овец, всегда собаки, всегда эти чабаны ходили там с оружием, с этими выданными и так далее. У нас никогда в жизни ни один волк ничего не забрал. И моему деду давали премию за премии, за то, что он сохранял вот это стадо совершенно нетронутым. Так вот, вот этот вот гайлакап, кстати говоря, их волчья натура, они себя волками и называются. Я думаю, гайлакап очень даже им подойдет, честно говоря. Я хочу им сказать, что если я с автоматом в руке не стою там, я сражаюсь здесь. Конечно, этот гайлакап может делать любой человек на своего врага. Просто сейчас такое время, Наталья, что надо делать на общего врага. Конечно, да. Я хотела это все постепенно давать, но, видимо, вселенные силы так захотели, чтобы я сейчас это все дала, потому что сейчас это нужнее, чем когда-либо потом уже будет не нужно так уж сильно. Так вот, если они что я хотела сказать, забыла. Да. Если они думают, что я не сражаюсь с автоматом в руке, значит, я менее опасна, я более опасна, чем тот, который с автоматом в руке. С автоматом в руке может убить одного и двух, я способна уничтожить больше. Я буду это делать, пока от моего народа не отстанут. А потом пусть живут, что делают. Я же их не трогала. Кто их трогал? Кому они интересны? Кто-нибудь специально их ненавидел? Нет. Но пока, понимаете, никого не берут на фронт. Никого из молодежи и так далее. Потому что говорят, что вполне достаточно. Они уже проиграли, вы понимаете? Единственное, что они делают, они бомбят города от бессильной злобы. Они хотят сделать как можно больше урона городам. Они уже проиграли, они ни на йоту не продвинули. Они ничего не смогли, они только 15 тысяч жертв отдали, и все. Это все, что они могут сделать. Они не могут прорваться вообще ни на секунду. Они уже проиграли. Но им нужно смириться и заткнуться. И нам нужно, чтобы раз и навсегда признали независимость Арцаха. Иначе смысла нет, дорогие друзья. Они сейчас уйдут, они встанут на ноги, лет 15 опять наберут оружие, снова будут идти бомбить. Мы что, должны каждые 30 лет свои города восстанавливать? Какого хрена? Нужно раз и навсегда статус утвердить, и все. Вот как с Осетией и Абхазией утвердили статус, признали Осетию и Абхазию независимыми государствами, все. Перестали их трогать, потому что это независимые государства. То же самое здесь нужно делать. Нельзя никакой перемены смысла нет сейчас. Какая разница? Сейчас не будет столько жертв. Дадим через 30 лет опять те же самые жертвы. Смысла вообще нету в этом. Нужно окончательно решать, чтобы больше жертв не было. Замучились мы каждые 30 лет. Возможно, строить по новые города, и снова эти ублюдки придут, это все разрушат, людей убьют. Сколько мы так будем делать? Это ж надо окончательно уже заканчивать, и все.
Иначе нет смысла, я им говорю. Мы оставим этот долг своим детям и внукам. И мы будем переживать, что вот теперь наши внуки и дети будут с этими скотами воевать. Зачем? Сколько можно? Читаю еще раз и заканчиваю на этом, потому что мне еще нужно гайлакап вам дать. О великая вечная Матерь, рождающая и забирающая. Слушайте, за мою безопасность не беспокойтесь. Я абсолютно не боюсь этих трусливых товарищей. За мою безопасность пускай беспокоятся силы, духи Вселенной. Какая ведьма, которая себя защитить не сможет? Не надо за мою беспокоиться за мою безопасность. Я плевала на них, на всех. Поняли? Меня это раздражает и злит. Я никогда никого не боялась и бояться не собираюсь. Я всегда говорила правду, когда все молчали и боялись. И никто мне ничего не делает и не сделает никогда. Потому что у ведьм есть защита. На то она и ведьма, чтобы суметь себя защитить. Понимаете, я не ваш Иисус Христос, который не смог себя защитить от креста, зато обещает всех спасти. Если я не смогу себя защитить, то грош цена моей работе и моей магии тогда. О великая вечная Матерь, рождающая и забирающая жизни, я взываю к недрам Твоим, там родные мертвые спят, кто умер недавно, кто много лет назад. Разбуди их, Матерь-Земля, передай им наши слова, пусть наши голоса услышат, проснутся во имя спасения рода нашего. Души ушедшие, спускайтесь на землю. А в земле покойной силы проснитесь, идите сквозь землю на вражьи дома. Расшатайте основы их городов и сел. Ярость земли пусть проснется и пожирает их тела, выпьет их кровь. Пусть мертвые, лежащие в земле, родные нам по крови, заслонят с собою живых, защитят и спасут, поглощая врагов, сметая с пути опасности и зло. Поднимайся, тайная армия родных душ, иди на врагов, нападай на их дома, на старый млад, бейте их, терзайте, воли их лишайте, поедом съешьте, кровь их испейте, наведите страх, пусть бегут назад, заберите к себе в черные недры, прижимая их в холодных объятиях. Сила родной крови нам в помощь, врагам погибель от армии мертвых. Души родные нам щит и защита, а врагам нашим смерть и могила. Да поможет нам вселенская сила. Заклято. А теперь скажу для тех, которые бесполезно до них достучаться, но я все-таки скажу. Вы все время приводите слова. Юридически оно наше, в каких-то документах написано, что это входило в Азербайджан и так далее, и так далее. В каких-то документах, которые написали Ленин и Сталин, которые не имели никакого права раздавать чужие земли, которые захватили власть одно время путем незаконного переворота, а именно революции, а потом незаконно начали раздавать наши земли Турции, Грузии, Азербайджану. Если вы считаете, что узурпаторы власти, если вы считаете, что те, которые чужими землями разбазаривались, их эти данные документы с их подписью имеют какую-то силу, вы сильно ошибаетесь. Какая-нибудь тварь придет в мой дом, возьмет документы моего дома, продаст. Я пойду в суд, и суд признает эту сделку недействительной. Вот когда Советский Союз развалился, все сделки, сделанные коммунистами, признались недействительными. И все страны начали отделяться. Тогда Абхазия, Осетия, Нагорный Карабах, Нахичеван и прочие, которые были насильно, знаете, прикреплены к другим государствам, имели полное право уходить. Потому что если Союз развалился, и страны сказали, мы уходим, мы имеем полное право, уходить, потому что это была незаконная сделка, нас незаконно присоединили. Тогда и те малые части этих стран, которые незаконно были оторваны от этих стран, имели право отделиться. Точно так же, как и Крым, который, скажем так, который
незаконно был присоединен к Украине, имел полное право отделиться. Понимаете? Вот как все произошло. Коммунисты пришли для того, чтобы держать в страхе народы, чтобы контролировать. Отрывали от одной страны, давали вообще логики, я вообще не понимаю. Никакой логики. Значит, Джавахк оторвали, отдали Грузии. Из Осетии половину оторвали, отдали Грузии. Абхазию отдали Грузии. Дальше Нахичеван отдали Грузии. Карабах оторвали вместе, Грузии и Азербайджану. Карабах с Ганзаком и Нахичеваном отдали Грузии. Понимаете как? Логики никакой. Просто отрывали отсюда, давали другим. Отрывали оттуда, давали этим. Присоединили. И когда все распалось, эти малые страны или страны, у которых половину оторвали, они сказали, но если незаконно мы находились в Советском Союзе, мы имеем право быть отдельно, значит, отдайте обратно наши земли, куски этих земель, на которых живут наши люди, наш народ. Понимаете, вы сейчас машете документом незаконным, подписанным узурпаторами власти, незаконным образом пришедшие к власти, и это Лениным, Сталиным. Вы машете документами. А я вам говорю, там живые люди, и исторически, если вы когда-нибудь свои тупые головы включите и откроете древние историю вообще в летописи, вы увидите, что это исторические армянские земли. Я вам говорю, что там живые люди живут. Вы мне говорите, по документам написано, что это наше, вашу мать. Что вам вообще можно говорить? Если Крым пришел с Екатериной Великой только, то Карабах уже 5000 лет армянская земля. Вы мне машете документами, подписями Сталина. А вы знаете, Сталин сколько тысяч людей отправил незаконно на расстрел? Понимаете? Хватит со своим Господом, идите нахер к своему Господу, там и молитесь, и спрашивайте у него. Я вас спрашиваю, Сталин и Ленин отправили на смерть миллионы людей абсолютно незаконно. Почему мы считаем, что это были жертвы, которых незаконно отправили? Так точно так же незаконно отрывали части стран и отдавали этим и тем. Почему мы не говорим, что это тоже незаконно было делать? Машите, блядь, вашу мать, подписью Ленина. Вот Ленин там отдал нам. А я вам говорю, летописи откройте, летописи наши, римские, откройте все, что угодно. Да. Откройте летопись турецкую, называется «Великий Дафтар Гюргистана», в котором написано, как они шли на Джавахк, как они шли на Зангезур, как они шли на Нахичеван, на Арцах, понимаете? И там сказано, что это была Армения. Конечно же, невозможно вам объяснить. Потому что вам сказали, вот документ, вот Ленин отдал. А я вам говорю, не документами нужно смотреть, а смотреть, что там живые люди, сука, живут. А вы по ним бомбите. Если вы хотели вернуть ваших там беженцев, вы могли бы сказать, пускай Карабах будет отдельно, и пускай эти народы как жили раньше, так они и живут и сейчас. И все. И никаких проблем. Но вы говорите, мы должны вас убить, армян там не должно быть, вы должны умереть. Мы вам зеленый коридор предоставим, уходите. Зеленый коридор суньте себе в жопу. И своим усатым мамкам в задницу засуньте этот зеленый коридор. Поняли меня? Из наших земель нам зеленые коридоры давать не надо. Это наши земли, мы там будем сидеть. До скончания века вас не будет, а мы там будем жить. Ишь, какие добрые, смотри, какие хорошие. Зеленый коридор мы вам даем, уходите, дайте нам землю. Хуй вам! Поняли? Так вот, наши ребята сражаются там, как львы, а мы будем сражаться здесь. Вот и все. Вы можете махать этими документами над своей головой. Эти документы не имеют никакой силы, никакой юридической силы. Это наша земля, там живет мой народ, и он будет там жить. А вы сколько придете, столько самосвалов и грузовиков вас вперед ногами увезут обратно. Хотите вы этого или не хотите, вас никто спрашивать не собирается. Приходите. Чем больше вас придет, тем меньше вас останется, тем быстрее от вас избавимся. Пожалуйста, никаких проблем.
Всем удачи, а теперь я пойду сделаю гайлакап. Так и напишу гайлакап, потому что их племя волчье, оно и есть гайл, волк. Все, дорогие друзья, вот это сейчас я дочитаю, отнесу, значит, высыплю сразу же. И советую вам делать это. Это очень сильная работа. Если мы все сделаем правильно, через некоторое время мы узнаем еще и о землетрясениях, не только о пожарах. Всем удачи, всех благ и будьте сильные и стойкие. Мы все уже сделали. Просто нужно окончательно поставить точку в этом вопросе, закончить, и все. А все остальное уже сделано. Пусть помогут нам великие боги, потому что правда на нашей стороне. Как там сказано, в чем сила, брат? Сила в правде. А мы правы. Мы правы. Вот и все. Всем удачи и всех благ.